я внимательно читаю все комментарии, поэтому по вашей просьбе у нас сегодня топ-подборка фильмов в жанре ужасов. Это канал Good Movies, меня зовут Евгений, я начинаю. Итак, первый в списке «Избави нас от лукавого». Действие в фильме начинается в 2010 году в Ираке. 3 морских пехотинца обнаруживают древнюю пещеру со странными письменами внутри. Что они там нашли, лучше будет, если вы узнаете это при просмотре фильма. Позже действие переносится в 2013 год. Сержант полиции Ральф Сарчи расследует серию тревожных и необъяснимых преступлений. И когда все, что происходит, не поддается здравому объяснению, он обращается за помощью к специалисту по экзорцизму и паранормальным явлениям Джо Мендоси. При знакомстве с Джо Сарчи узнает, что у него есть дар. Он видит и слышит демонов, но относится к этой информации весьма скептически. Все меняется, когда он находит ответы, которые точно нельзя объяснить, и они не из этого мира. В конце концов, у него стоит выбор: поверить во все происходящее и провести обряд экзорцизма или действовать по закону по отношению к преступлениям 3 обезумевших морских пехотинцев. Фильм весьма интересен, но помимо того, что он жутко страшный, в нем интригующая нить повествования. Советую его вам. Демон внутри. В маленьком городе, где все друг друга знают, полиция расследует жестокое убийство всей семьи. На месте преступления нет следов взлома и улик, что в дом кто-то входил. Все окна и двери были заперты изнутри. В подвале дома был найден труп незнакомой женщины. На теле нет видимых следов насилия. Первое заключение, что семья от чего-то пыталась спастись, но от чего? Позже незнакомку привозят к 2 местным патологоанатомам, Остину и Томми Тилдону. У них совместное семейное дело. Полиция просит к утру дать заключение, и им срочно нужны ответы. Те сразу же берутся за работу. И тут-то все и начинается. У девушки есть ряд необъяснимых наук и патологий. Талия непропорциональна к телу. Все конечности были переломаны, но на теле нет ссадин. Язык отрезан, и они принимают решение на вскрытии тела. Но вот что они найдут внутри ее во время вскрытия, предлагаю вам узнать во время просмотра фильма. Если у вас нет времени его смотреть, то я делал на него краткий пересказ. Он будет в ссылке к описанию этого видео. Ключ от всех дверей. В начале фильма ничто не предвещало беды, но это, как всегда, только начало. Молодая Кэролайн устроилась сиделкой. Ее задача ухаживать за парализованным и немым стариком Беном, пережившим инсульт, которому осталось жить меньше месяца. Его супруга Вайолет вручает ей ключ, открывающий все двери в 30-комнатном доме. Вскоре Кэролайн находит одну комнату на чердаке, которую она не может открыть. Позже она узнает ужасную историю дома. Около 100 лет назад в комнате, которую она не смогла открыть, на чердаке жила супружеская пара чернокожих слуг, успешного банкира. Они практиковали магию худу. Однажды банкир устраивает банкет по случаю юбилея, и во время торжества гости обнаруживают на чердаке детей банкира вместе с чернокнижниками за проведением некого ритуала. Возмущенные гости посчитали нужным линчевать колдунов, устроив самосуд. И в наше время все боятся открыть эту комнату, так как на ней предсмертное проклятие убитых слуг. В общем, история дома пропитана мистикой, и в этом придется разобраться Кэролайн. А вот верное решение она приняла или нет, предлагаю вам разобраться самим при просмотре этого фильма. Доктор Сон. Фильм ужасов, основанный на одноименном романе Стивена Кинга. Продолжение фильма «Сияние» 1980 года. Спустя некоторое время после пережитого в отеле Оверлук, Дэнни Торренс и его мать Венди переезжают во Флориду. Дэнни преследует призрак гниющей женщины из комнаты 237 отеля Оверлук. Дух давнего друга Дэнни, Дика Хеллорана, с которым мальчик время от времени советуется, объясняет ему, что призраки питаются экстрасенсорными способностями Дэнни, его так называемым сиянием. Теперь, когда отель заброшен, голодные призраки преследуют мальчика, поэтому Хеллоран учит его закрывать духа в воображаемых шкатулках. Тем временем тайное общество «Истинный узел», культ психических вампиров, во главе с Роуз охотятся на сияющих детей. Участники культа потребляют пар, психическую сущность, высвобождаемую во время пыток и убийства сияющих, тем самым продлевая свои жизни.
У Дэна новый друг. Он с помощью телепатии общается с девочкой по имени Абра. У нее огромная сила сияния. И когда он понимает, что ей грозит опасность и на нее идет охота культа вампиров, он просто вынужден спасти своего единственного друга. Дорогие друзья, если вы не смотрели фильм «Сияние» 1980 года, то это не значит, что этот фильм прямое косвенное продолжение. Нет, здесь своя сюжетная линия, так что можете не переживать и забирать его к просмотру. Прочь. Не так-то много фильмов в жанре ужасов получают номинацию на премию «Оскар». В номинации за лучший оригинальный сценарий, и это вполне заслуженно. Фильм сильно отличается от стандартных ужасов. В нем нет резко пугающих сцен, но может парочку. Ужас в нем делает некая атмосфера всей ситуации главного героя. Остаться навсегда закрытым в своем собственном теле и быть зрителем в своей голове. Сама эта идея страшная. А как же все начиналось? Со стандартного знакомства с родителями девушки. Обычная семья, но с огромным прошлым и будущим на молодого парня. Он для них как билет в новую жизнь. Идея самого фильма не новая, схожа с фильмом, который ранее был в моем топе «Ключ от всех дверей». И если вам понравился тот фильм, то этот точно вам будет по душе. Но самое главное в фильме — это отличная концовка. Я помню, какие смешанные эмоции вызвал у меня конец фильма. Поэтому не хочу делать спойлеры и предлагаю вам ознакомиться с данной картиной. Следующий в списке фильм с простым названием «Мгла», но не совсем простым сюжетом, снятый по повести «Туман» Стивена Кинга. В маленьком городишке после урагана, который нанес повреждения дому, главный герой с сыном отправляются в местный супермаркет, чтобы купить все необходимое для устранения последствий урагана. Перед отъездом они замечают, что с гор, где находится военная база, спускается очень густой туман, но не придав этому значения, все же отправляются за покупками. Находясь в супермаркете, все замечают, что густой туман накрыл весь город. Но страшно тут не сам туман, а что он принес с собой и что в нем обитает. В фильме очень хорошо показано поведение людей, которые остались закрыты под одной крышей, скрываясь от опасности в тумане. При детальном просмотре можно даже найти психологический портрет себя, либо кого-то из знакомых. Как бы вы себя вели в такой ситуации? Также хочу отдать должное концовке фильма. Я многое ждал, но такого поворота уж точно нет. Фильм 2007 года, и многие даже не слышали о нем. Поэтому, если вы пропустили этот шедевр, обязательно к просмотру. Заклятие. Пожалуй, 2 части. Фильм основан на 2 случаях из практики исследователей паранормальных явлений Эда и Лоррейн Уорренов. Вступление основано на случае одержимой куклы Аннабель, основанное на истории семьи Перрон в 1979 году. Честно скажу, более страшных фильмов, чем «Заклятие» и «Астрал», я не встречал. Для меня он был страшным не только от экранизации, но я ранее читал книгу с исследованием этой семьи, и фильм снят точно из этих записей. И это тот случай, когда продолжение «Заклятие 2» было еще более ужаснее, чем первая часть. Во-первых, в нем очень интересная история, нескучный сценарий и отличная операторская работа. После таких фильмов начинаешь верить в злой дух, но это всего лишь фильм, который получил высокие отзывы кинокритиков. На Rotten Tomatoes рейтинг картины составляет 86% на основе 223 рецензий, со средней оценкой 7,2 балла из 10. Если вы любите жанр ужасы, то вы точно его смотрели. Просто я не мог его пропустить, он действительно заслуживает просмотра. Экстрасенс. Действие картины происходит в 1921 году. Флоренс Каркарт – ученый-скептик. Она разоблачает все спиритические сеансы, находит объяснение во всем паранормальном и доказывает обратное. За свою жизнь она разоблачила все случаи, связанные с необъяснимым, доказав все на практике и с научной точки зрения. Она скептик с большой буквы, и ничто не заставит ее поверить в высшие силы. Но все меняется, когда ее нанимают в загородную школу-интернат, где, по слухам, наблюдается повышенная спиритическая активность. Ученики жалуются на то, что они часто видят призрака, мальчика с изуродованным лицом, и все в школе сильно напуганы его появлением. Для Флоренс это обыденный случай. Сначала она уверена, что сможет развеять этот миф, но затем пугающая встреча со сверхъестественным заставляет ее изменить свое мнение. Ранее она все могла объяснить, но вот в этот раз все совсем по-другому. Фильм интересный тем, что в нем есть история, которую идеально смог экранизировать режиссер. В нем есть отсылки триллера, ну и, конечно же, очень много мистики. Паранормальное явление и последующее продолжение. История молодой пары Кэти и Мика, которая переехала в новый дом. По ночам их тревожат странные звуки, начинающие эту пару серьезно беспокоить.
Эти рассказывают, что некая призрачная сущность преследует ее с 8 лет, где бы она ни жила, и теперь, по-видимому, находится в их доме. Микки решает купить камеру и поставить ее в доме включенной в тот момент, когда они ложатся спать. И так происходит каждую ночь. Вот что снимает камера, предлагаю вам узнать во время просмотра. Хочу отдать должное данной картине. При бюджете в $15 тысяч фильм в прокате заработал 196 миллионов. Это самый удачный фильм студии Paramount. Настолько простая идея, но именно она заставляет поверить нас, что фильм больше похож на реальную историю семьи. Как будто смотришь записи, которые сняла камера в том доме. Продолжения были тоже пугающие, но со временем этот прием перестал так хорошо работать. Но фильм достоин вашего внимания, и его отлично смотреть большой компанией, с семьей или друзьями. В общем, советую его вам. Синистер. Главный герой фильма Эллисон, автор серии бестселлеров детективного жанра, переехал со своей семьей в новый дом. Он давно ничего не создавал, и ему нужно вдохновение. И он его находит, если можно так сказать. На чердаке дома есть ящик со старыми кинолентами. На видео запечатлена семья, которую убивают, повесив их на дереве во дворе того самого дома, в который переехал Эллисон. Он узнает, что до них в доме жила семья, которую загадочным образом убили, повесили их на дереве. Один ребенок пропал без вести. Эллисон, найдя улику, не спешит в полицию, а решает сам разобраться. И каждый вечер, когда все дома спят, он просматривает все киноленты. На каждой все одно и то же, кроме самих способов убийств семей. Но Эллисон увидел в кадре нечто не с этого мира, что-то ужасное. А что именно и как будет дальше развиваться фильм, советую вам узнать во время просмотра. Я прекрасно знаю, что пропустил фильм «Зеркала», «Астрал» и еще очень много хороших фильмов в этом жанре. Но вот какие еще именно я пропустил, оставьте, пожалуйста, в комментариях. Если вы хотите, чтобы я по вашему желанию снял какую-то подборку фильмов, либо разобрал какой-то фильм, вы можете попросить это в моем телеграм-канале. Он будет в ссылке к описанию этого видео, так что заходите и подписывайтесь. Ну и не забывайте поставить лайк и подписаться на канал. С вами был Евгений, всем good movies.